Ребят, всем привет, с вами Алексей Костылев и Данила Зевс-Тесленко, наш несменный капитан. Всем наконец-то, здорово. да, мы прошли в стадию плей-офф, и теперь у нас появилось время спокойно пообщаться с игроками. В красивом парке. Да, как вы видели, битвы были действительно жаркими, и мы не отвлекали игроков, но сейчас мы уже находимся в парке, и сегодня ответим на все интересующие вас вопросы. Да, и начнем с самого первого, самого интересного вообще. Как проходил ваш буткемп и что на этом буткемпе вы тренировали больше всего? Я могу сказать, что перед буткемпом мы уже начали тренироваться за 2 недели онлайн, даже за 3 недели. Мы вышли раньше из отпуска, чем остальные команды. Не так хорошо и круто мы потренировались онлайн по некоторым причинам. Не получилось у нас полноценно подготовиться, но что-то наработали. На буткемпе мы поняли, что если мы хотим иметь шанс победить на этом мейджоре, то мы должны выложиться на 200%. Мы понимали, что не означает, что если мы будем много тренироваться, мы должны там выиграть этот мейджор. Да, но мы и понимаем, что если мы хотим иметь хотя бы шанс его выиграть, то нужно выложиться на максимум. И мы построили график, который в принципе построен полностью на Counter-Strike. То есть мы собирались каждый день в 12, но у нас была установка, что должен каждый просыпаться не позже 11, желательно 10:30, 10. И потом начинался там максимальный штурм по всем картам, по КСу. С нами работал через раз в 2 дня, раз в 3 дня психолог. Для всех не секрет, что мне скоро будет 32 года, и я не знаю на 100%, буду ли я играть в следующем матче. Подожди, это интересный вопрос, мы к нему дойдем. Да. А то ты уже хочешь раскрыть эту тему. Чему я это говорю? Я говорю это к тому, что я понимаю, что для меня этот мейджор это большой серьезный шанс. Я в какой-то момент немного где-то потерял мотивацию, потому что мы очень долгое время были вторыми, третьими, и мне не хватает, наверное, как человеку, который я посмотрел на каком-то сайте, у меня там показано 52 золотых медалей. Мне хочется, наверное, получать вот эти эмоции от первого места. Они меня заряжают, они меня мотивируют, они меня вдохновляют. Есть сейчас возможность, мы приехали на буткемп, нам нужно выложиться на максимум, чтобы иметь шанс победить. Потому что, что будет дальше, никто не знает, но время идет, молодые дышат в спину, так сказать. Молодые стреляют в голову очень четко, и конкурировать все сложнее. Главная задача, это мне было мысленно полностью окунуться в мир Counter-Strike и постараться подготовиться самому индивидуально и подготовить команду, чтобы она была такой боеспособной и которая может реально иметь шанс победить здесь на матче. То есть выложились вы на все 100, ты да, так считаешь? Мы работали очень много. На чем делали акцент, вот что интересно? У нас команда уникальная, у каждого игрока есть свои сильные стороны. К примеру, Электроник у нас очень крутой чувак, который очень жестко разбирается в гранатах. Он знает все возможные позиции, он очень быстро находит траектории разных гранат. Значит, развивали стороны гранат вместе с Электроником, и он помогал команде. Флеминатор я его называл на буткемпе, потому что мы сделали акцент на стрельбе Флеми, он реально сносил просто хедшоты, просто нереальные, попадал какие-то вещи, просто все команды, которые тренировались, они офигевали. Мы тоже сидели, что он творил. А так прорабатывали, в принципе, все. Карты, тактики, гранаты, стрельбу, тимплей, психологию, выдержку, тренинги проделывали, чтобы вот в таких матчах, как вчера с Crazy, при счете 12 или 11-8, когда мы проигрывали и были вроде как близки до вылета, я, не знаю, сидел, будучи капитаном, не знаю, я чувствовал и говорил команде, что ребята, все это херня, не ссыте, мы сейчас их победим. То есть психологические моменты пытались раскрыть сильные стороны каждого игрока, да. Построили режим, благодаря которому вы стали более организованными. Да. Карты. Каким картам уделили больше внимания? Потому что мы видели, что действительно Мираж не сложился, скажем так, сказать, а на всех остальных картах вы показали. Так, я считаю, что наша команда может выиграть сегодня у другой команды, у любой в мире, на любой карте. Даже на Вертиго? Даже на Вертиго. Вот у нас ментальность такая, что нам очень важно правильно настроиться. Вот, к примеру, когда мы садимся, и я вчера вижу, что у ребят
мысленно, что мы сейчас проиграем команде, которая там слабее, типа условно нас, да, и в случайной вылетим, это как бы что? Позор, это кучу говна от фанов, это просто хреновое настроение, это вылет с мажора, который, а следующий мажор не скоро, не как через полгода, а через 10 месяцев условно, да. Короче, это много говна и негатива, да, если будем говорить простыми словами. И я это понимаю, и ты себя начинаешь программировать в том плане, что я смотрю, молодые там это начинают это накручивать, и у них начинает идти, у меня не получится, я не смогу, да. И, соответственно, мы садимся на Мираж вчера, и я не могу сказать, что мы играем плохо в Мираж. Мы выигрывали Мираж на тренировках у лучших команд мира. Мы на чемпионатах эту карту выигрывали также на лучших команд мира. Мы можем играть. Но мы сели, и мы играем не в свою игру. Инфа, мы не понимаем, теряемся, потому что идет вот этот накруг, загон вот этот, что мы сейчас проиграем, все начинают париться. И в таких матчах вот важно было, то есть я не могу сказать по картам, если, конечно, и плюс я не могу раскрывать секреты, какие карты, вдруг там кто-то посмотрит с переводчиком, скажет там, у них Зевс сказал, не, я, конечно, могу сейчас там порассказывать, там, чуваки, но в любом случае, ребят, те карты, на которыми у нас были проблемы, мы работали. Вот, к примеру, мы с одной командой G2 показали нюк, условно там не самую лучшую игру, проиграли на допах. Вчера мы показали другой нюк, да, и выиграли уверенно на третьей карте. То есть у нас есть сильные стороны, есть сильные карты, но команда Energy, она на этом турнире выиграла команду Astralis 2-0, она выиграла команду Liquid, она выиграла лучшие команды мира на сегодняшний момент. Их можно назвать андердогами. Их можно назвать где-то даже, может, фаворитами, условно, да, но мы должны просто собраться, настроиться и показывать, начать с этой игры с Energy. Если мы реально хотим победить на этом чемпионате, ну, лучше КС. Я считаю, очень важно, зависит, как мы сейчас потратим свое время. Вот сегодня у нас 2 число, игра 6. Сегодня у нас день рождения Электроника, и мы решили все вместе записать интервью. Интервью записать, погулять вместе, там, да, вот он гуляет там вместе с нами, и как бы поддержать его, потому что он очень этого хотел. Он хотел, чтобы все были рядом с ним, ну, в день рождения, блин, ну, тем более он вроде идет либо лучший игрок сейчас турнира, либо, ну, как бы, либо 2 место, не знаю. Ну, короче, Эрик божит нереально, и я надеюсь, что это только начало. У нас есть завтра целый день, это Media Day, мы будем целый день, друзья, снимать контент для StarLadder, для мажоров, для вас, кто будет на стадионе, и, соответственно, у нас будет потом 4-5 число, 2 дня, из которых в одном дне будет автограф-сессия и репетиция выхода на сцену. Да, соответственно, это все время. Нам нужно использовать другое свободное время на подготовку, на тренировки, потому что мы сегодня сделали, вот мы на буткемпе сделали работу, и вот сейчас мы в топ-8, мы вышли в легенды, это результат этой работы. Если мы сейчас не продолжим работать, то мы имеем большие шансы поехать отдыхать и смотреть, как играют другие. Почему я говорю мы и если? Потому что это зависит все-таки от желания и от мыслей каждого игрока. Это очень важно. Если каждый игрок реально в сердце и внутри хочет победить, я вот очень хочу победить. У меня сейчас есть огромное желание, у меня есть какое-то вдохновение, у меня есть вот вера в то, что мы очень долго были вторыми на протяжении там года, полтора, да, командой Нави. Нам не хватало постоянно чего-то. Мы проиграли финал мажора. Я верю, что новый игрок, что новые силы, что новая вера у нас может получиться. Это мечта маленькая, и мы можем реально победить. После этого мейджора ты можешь уйти с про-сцены. Я не знаю, как правильно. Исчезнуть, улететь на Луну. Во многих средствах массовой информации пишут или уйти в отставку, или тебя заменят, или ты бросишь КС, или дашь дорогу молодым, ты готовишь наставника. Прокомментируй, пожалуйста, сам, какие у тебя планы, как ты это вообще видишь, эту ситуацию? Я могу сказать, что говоря там про контракты, про договоренности с Нави, да, у нас есть... У нас есть такая помарочка, не рассказывать, когда заканчивается контракт. У нас нет, есть такая помарочка, вот, поэтому если говорить про то, что, о чем мы как бы планировали, договаривались, я как бы думал, это, конечно, как минимум доиграть до конца года, да, и опять-таки, то есть, если там теоретически я скажу там после мажора или после бласта, там я ухожу, друзья, да, условно, к примеру.
то, конечно, там, мы поговорим, и там, это может произойти, это всегда есть такой шанс. Но я себя мысленно на это не настраивал. Даже если я, честно, иногда это говорю, такие как бы приходят ко мне мысли, у меня они приходят по нескольким причинам. Первая причина — это я говорю, это ты, вторая — все твои мечты. Я говорю Нави, пацанам о том, я их как бы немного пугаю. Знаете, пацаны, я вас немного шугаю. Потому что когда я вижу, что вы занимаетесь какой-то ерундой, когда вы не живете мечтой, у меня пропадает мотивация. И я шугаю, что я свалю от вас. Вот. Второе, это, конечно, то, что иногда я очень сильно выматываюсь, мне очень сложно, мне дается реально тяжело. И я сам себя накручиваю, что если я не буду жить КСом, я не хочу быть с пацанами и их подводить. Я бы хочу быть с пацанами, чтобы они знали, что Даня не живет каким-то бизнесом, какими-то делами, а он с ними живет КСом, и он мечтает с ними победить. Я хочу, чтобы это было всегда честно, искренне, по-настоящему. Сейчас у нас есть вот возможность выиграть мажор. Вообще у меня была мечта еще в Нави, когда я пришел, стать первыми в рейтинге и быть вот командой, которая по-настоящему, по праву станет первой. Мажор — это важный турнир. После мажора вообще вот до конца года у нас еще есть там 4 турнира, если не ошибаюсь, 5. Я считаю, что от наших результатов, от нашего отношения многое зависит. Вот. И зависит мое будущее, вот, как будет дальше. Если мы реально станем первыми и начнем всех лупить, и у нас все получится, я, наверное, буду счастлив, начну получать вот этот заряд, эти эмоции, которых не хватает от победы. Мне нужны кубки, я хочу побеждать. То есть, если говорить, подводя итоги, можно сказать, что вы хорошо подготовились к мажору, у тебя глаза горят, ты хочешь побеждать, как старые добрые, Да. и хочешь вывести команду на первые места. И все зависит от того, как пройдет этот чемпионат, не перегоришь ли ты. Я очень переживаю, если честно, за то, когда я там плохо играю. Мне кажется, я подвожу команду реально. И я не хочу этого делать. Я понимаю, что у нас разница в возрасте. Мне там 32 года, пацанам там по 20. Да. Я понимаю, что Кирилл Бумыч — это человек, который может там в перспективе стать капитаном. Да, бро, именинник. Давай, сейчас. Подошел Все, Элик. сейчас. Покажи, Элик подошел. Это сам Элик. Ребята, у Элика сегодня день видео. рождения. Залетайте к Элику на профиль и поздравьте его с днем рождения. Кто еще не успел это сделать, уже с прошедшим. Потому что подпишитесь. парню 21 уже может покупать алкоголь. 22 уже. Все верно? Нет, 22 год пошел. 22 год пошел? Да, А я уже думал, тебе 21. 22, старик. Как видите, нас минимально отвлекает на самые главные вопросы. Даня ответил, что готовили, что будет после мажора, собираешься ли уходить вообще из команды. Короче, я хочу Всё сказать, чётко. чуваки, что, во-первых, вы должны поставить лайки, написать качественный комментарий в поддержку команды, потому что вот Алексей приезжает, делает охрененный контент и показывает вам вообще всю индустрию изнутри. И мы много очень работали, тренировались для того, чтобы реально играть на сцене и радовать своей игрой и дарить вам надежду, что у нас есть шанс. Я могу сказать, что я не знаю, я там рассказываю, мы хотим быть первыми, я не знаю, как получится. Может быть, ничего не получится, но я верю, мы пробуем, мы стараемся, от этого очень многое зависит. Я знаю просто люди, которые, вот мы выигрываем, а мне просто личка, там люди просто пишут, там, говорит, я там реально потный, я там, знаешь, там закинулся там успокоительными, меня, братаны, что вы делаете, уже бутылки нету, знаешь, там, говорит, не выдержат. Вот это люди, которые потеют, я понимаю, я когда, знаешь, там смотрю, там, бокс, вот недавно у нас Вася Ломаченко, да, выиграл, красавчик вообще, там, Да, красавчик, когда Вася Усик молодец. у нас там, да, там абсолютным чемпионом стал, единственным там в мире, да, человек, и когда я за них болею, я понимаю, что я там прыгаю, там, вообще там бегаю, я понимаю, что, ну, блин, хочется, да, то есть хочется гордиться, хочется, чтобы чувак реально победил. И, наверное, я представляю, что когда ребята смотрят, также болеют и поддерживают, и, конечно, эта энергетика передается. И не забывайте, кстати, заходить в стор Zevs.com и покупать книжки и Кстати, учиться да. вообще. Кто прочитал уже книгу Зевса, оставляйте в комментариях ваше самое любимое место, что вам запомнилось. Вообще, да, пишите. Что вас мотивировало? Мне Ну очень что? интересно вообще читать, что вообще думаете, как вообще. Потому что уже тысячи людей уже
купили, многие пишут, многие рассказывают. Мне каждый новый какой-то комментарий интересен. Поэтому, друзья, а кто не купил, зашли, Тот купили. Давайте. Все, ждем ваших фидбэков.